Вот заднее сиденье отстой. Вот прям говорю как есть. А у этих машин есть болячка. Такая тачка в такой комплектации стоит 200 тысяч баксов. И у нее тоже нет дотяжек. Да все, поставь ее в огороде, будет она у тебя просто там музыку будешь слушать свою и все. Она иногда ловит глюки. Друзья, это очередное видео на канале, которое снял для вас не я. Дело в том, что Дима Буряк набрался таким количеством энтузиазма после Зикера, который вы, кстати, хвалили, что не отказался в удовольствии потратить огромное количество денег и снова запариться так с машиной и получить столько информации, которой вы не увидите ни у какого блогера вообще. Человек сделает это от души. И от души делится своим опытом на нашем канале. А в предыдущем видео вы очень много мне писали про рекламу. Диме я бы рекламу дарил, естественно, бесплатно, потому что я знаю его более 20 лет, представьте. Я надеюсь, что таких видео на нашем канале будет больше от Димы, и, может быть, какие-то другие ребята, которым мы доверяем, будут делиться своим опытом на этом канале. Приятного просмотра. Привет! Ну, собственно, вот сегодня и подошел именно этот выпуск, и я хочу рассказать сегодня именно об этой машине, которую я все-таки поменял на Зикер. Она заслуживает, я думаю, вашего внимания. Хочу немножечко вам показать ее достоинства, ее недостатки, минусы, плюсы, и разобрать вообще, что это за зверь такой и что с ним вообще делать. И я сегодня буду говорить о Мерседесе EQS 580. Вот она! Почему выбор пал, собственно, на Mercedes EQS? Потому что я, накатавшись на Теслах, я накатавшись на Зикрах, я накатавшись на разных других электричках, я понял, что мне надо не SUV, ну, потому что я не хочу SUV. Мне почему-то вот хочется, чтобы это была машина низкая. Ну, во-первых, опять же таки, SUV, они больше расходуют гораздо батареи. Почему? Потому что аэродинамика. Все просто. Мне хотелось что-нибудь эксклюзивное. Ну, как бы, в принципе, эти Мерсы сейчас, они реально эксклюзивные, их очень мало на наших дорогах, и не так много, точно не так, как даже Тайканов. И мне хотелось просто попробовать эту машину. Я, честно говоря, у меня не было сильно большой по ней практики. И даже я специально для себя делал такую штуку. Я не сидел в этой машине до того момента, пока не приехала моя. Я ни разу не садился за руль, я не был на тест-драйвах. Я просто хотел именно испытать вот это чувство, когда ты именно прям приезжаешь, садишься и такой или вау, или не вау. Как я ее купил? Были опции купить в Украине. Дилерские Mercedes-центры предлагали 22 года машина. Она и сейчас стоит, 8 миллионов 150 тысяч гривен. Это 200 тысяч баксов. Такие прям лайки. И я понимаю прекрасно, что это как бы вообще не мой вариант. Была Европа, тоже не мой вариант, потому что все в евро. Евро подорожал, и такая комплектация 580 стоит космос. Китай. В Китае такие машины продаются только 450+. Это задний привод. Эта машина не едет, это 6,3 до сотни. И да, у нее чуть больше рейндж, но как бы мне этот рейндж особо не сильно там помогал, плюс 50 километров. Не хотел точно брать 450. Поэтому я остановился на нашей дорогой и любимой Америке. Там было два варианта. Манхейм, либо же разборочка Copart Insurance автоаукциона битков. Я на Манхейме посмотрел, такой, да, мне надо хороший пробег, он должен быть очень маленький, и желательно, чтобы там было там до 10 тысяч, до 11 тысяч миль. То есть это там где-то в районе 16 тысяч километров. А на Манхейме такие машины стоили 70 тысяч плюс, и это как бы, чтобы хорошая комплектация была, там, с массажами, со всеми делами, с большим экраном, это там 75. И я такой подумал, не, погнал я на аукцион. И я купил ее на аукционе. Что здесь было? Здесь вообще ни одной не открашенной детали. Машина полностью вся по кузову аутентична. Здесь ничего не красилось, она реально целая. Я поменял только решетку, где вот значок Mercedes. Больше ничего. Но тут была батарея. И когда я ее взял, я это понимал, что там батарея. Я ее, в принципе, вез. Я никогда не соприкасался с батареями Mercedes. Я знал только, что их Cattle производит, и все. И я такой думаю, блин, да ладно, будь что будет. А мне все доброжелатели такие, я там звоню, говорю, а как у вас там с батареями там на разных? Они говорят, ой, у нас таких Мерседесов много, они стоят уже год. В общем, мы ничего не можем сделать. В общем, полная беда. Вообще не знаем, там пробитая батарея, и, в общем, там надо сейчас искать модуля этого нету. В общем, если ты, братан, везешь себе такую машину, тебе там удачи, лайки, в общем, будешь ты просто в ней жить, слушать музыку, ездить ты на ней не будешь. А при этом она, кстати, была run and drive, то есть она реально ездила, и мы ее даже в Америке, передвигали, вот своим ходом она ехала. Я такой думаю, ну ладно,
Будет интересно. И будет интересно дальше. Я сейчас хочу немножечко пробежаться по этой машине, и, в принципе, вы сами поймете, чем она отличается от других ее конкурентов. Я бы не сказал, что Zikr ее конкурент, это точно не конкурент, потому что Zikr это прям где-то далеко-далеко на порядок ниже, вот прям совсем. От ощущения первого, когда я сел за руль этой машины, до сегодняшний день, я точно не изменю свое мнение. Ну, это точно. Но у меня есть маленькие такие моменты, знаете, по поводу Теслы. Где-то вот, кстати, если их прям сравнивать, то ее лучше сравнивать с Теслой, потому что есть похожие всякие фишки. Посмотрим. Итак, что мне здесь нравится? Понятное дело, мне здесь очень нравятся фары. Фары офигенные. Здесь находятся маточные фары. Максимальная у них здесь комплектация в этих фарах. Она дает вам прям... Она, во-первых, рисует лазер. У тебя получается супер лазер-шоу, когда ночью ты садишься в машину, заводишь, на стене прямо вырисовывается Mercedes, там можно эти заставки менять. И это просто прикольно, потому что люди вообще такие... Я помню, около супермаркета я покупал ночь и смотрят, что происходит. На стене вообще какие-то символы Mercedes, причем это рисуется все в красивой графике. Это делает фары. Также они вырезают встречную машину, если едешь на дальнем свете. Это тоже прикольно. Далее идем. У нас здесь стоят классные катки 21 диаметр. Это AMG-шные оригинальные катки. Здесь еще у нас вот такой вот есть обод. Для чего он сделан? Для того, чтобы уменьшить аэродинамику. Кстати, в аэродинамике у этой машины она прям призер по аэродинамике. У нее коэффициент сопротивления самый лучший, 0,2. Она даже обошла Lucid Air, у которой 0,211, условно говоря. Дальше идем. Здесь вот такая вот штука. И если вы скажете, что это здесь просто можно втыкать зарядку, как во всех нормальных электрокарах, то вы ошибетесь, потому что мы здесь нажимаем, и мы можем сюда заливать жидкость для омывателя стекла. Кстати, на самом деле это не шутка, это очень прикольно. Когда вы хотите залить, вам не надо открывать капот, возможно, который грязный зимой. Вы просто подошли, нажали, залили и поехали дальше. Классная фишка. Но капот этой машины вообще не предназначен для открытия, а слова совсем. Здесь нету никакой вот этой вот палочки, подтяжки, дотяжки, открывашки, ничего, потому что эти машины не предназначены, чтобы у них открывали капот. И более того, если вы берете оригинальную машину, у вас есть гарантия, и она у вас летает, как только вы открываете капот. У них там стоит такой датчик. И они скажут: так вы уже лазили, дорогой мой, гарантии нет. Но мы в этой машине сейчас его откроем, и я вам хочу показать немножко, как выглядит этот капот. Здесь даже нету педальки, на которую я должен нажать. Еще одна, знаете, страховочная такая кнопка. Ее нет. Вот так выглядит этот капот. Это аутентичность. Здесь ничего нету, ничего не убрано. Вот так он выглядит, когда вы покупаете новую машину. Так он выглядит, когда вы покупаете бэушную машину. Его даже нельзя чем-то придержать. Просто вот такой вот капот. Он смешной, прикольный. Но почему здесь не сделать какое-то корыце хотя бы здесь, для того, чтобы хранить, не знаю, там, зарядку, провода, не знаю, аптечку, не знаю, какую-то сумку поставить. В общем, тут вопросы к Mercedes. Дальше тесловская история — это ручки. Они очень похожи на Теслу. Они заезжают, когда вы открываете, они выезжают. Когда вы подходите, она реагирует. Не всегда, кстати, сейчас повезло. И самая офигенная тесловская история тоже, как и здесь. Tesla S. Премиальная машина. Mercedes EQS. Премиальная машина. Но, ребята, это максимальная комплектация. Где дотяжки? Дотяжки? А мы не слышали, что это. Такая тачка в такой комплектации стоит 200 тысяч баксов, и у нее тоже нет дотяжек. Mercedes и BMW отменили на некоторых моделях своих дотяжки. На EQ моделях они отменили дотяжки до 2024 года, у них их нет в максимальных комплектациях по соображению безопасности. То же самое сделали BMW. Эта тачка, она супер длинная, она такая огромная сосиска, она в длину 5,20. Они супер вытянули багажник. Для чего они это сделали? Чтобы она была больше EQE, потому что EQE — это младшая модель, это старшая модель. И из этого они, наверное, так сделали. У меня другого объяснения просто нету. Здесь офигенный классный фонарь, большой задний, оптика у них хороша, и вообще, в принципе, у них все с освещением просто супер классно. И то освещение, которое мы получаем внутри, это просто вам подарок. Это настоящий Лас-Вегас, когда вы садитесь за руль этого автомобиля, у вас горит все, у вас горит спинка сиденья. Здесь дальше мы открываем багажник, он супер вместительный. И я вам скажу, чтобы дотянуться вот туда, в обычных машинах, даже в обычных кроссоверах, мне это не составляет труда. С моим, в принципе, ростом средним 1,81 м. Ну, здесь я не знаю, нафига такой багажник было сделать. Я не понимаю. Да, он откладывается, когда я раскладываю эти сиденья, он получается вообще супер-супер большой, и сюда можно загрузить прям как в самосвал. Что это за бумажка лежит? Это бумажка именно купчая этого Мерседеса. Смотрите, в Америке 23 год, 580-й Фоматик, его цена была 139 200 с набором опций, и это была новая машина. Опций здесь дофига. Здесь есть, понятно, бурмистер, полноценная доворачивающая задняя ось, это важно, она очень хорошо паркуется.
И, в принципе, выворот у нее просто нереальный. Head-up дисплей, то есть проекция, причем это не просто head-up дисплей, а это именно это дополненной реальности head-up дисплей, проекция. Она действительно здесь офигенная, она большая, классная, она проецирует просто супер. Здесь есть, да, хороший бурмистр, здесь есть массаж сидений, здесь есть 360 камер, здесь есть руль. Здесь есть подогрев задних, передних, климат-контроль задних, передних, вентиляция задних, передних. Короче, все, что можно натыкать, они сюда натыкали, и машина вышла 139. Вот такая вот цена. Единственное, чего нет, да, это вот дотяжек. Мне не захотелось брать квадратный номер, я хотел поставить сюда горизонтальный, взял европейскую AMG-шную вот эту детальку, купил, заказал, и старая у меня лежит. Что мне нравится, то, что здесь действительно такой полноценный багажник классный, это не седан, как в S-классе, потому что здесь можно загрузить гораздо больше. Ну и, в принципе, мы имеем здесь, вот, пожалуйста, порт Type 1, и здесь он идет с быстрым 200 киловатт возможность заряжать максимально, то есть не 400, а 200. Мало, ну да, мало. Ну, в принципе, я не знаю, где у нас в Украине можно найти 200 киловаттную зарядную станцию. Фиг найдешь где-то. Вот, в общем, как бы, да, недоработка. Могли уже 400 сюда поставить. В 2024 году уже 400 стоят. А в 2024 году стоит другая батарея. Когда садишься в эту машину, сразу впечатление, что ты сел в некий космолет, который вообще опередил все часы, которые у нас только есть. И ты понимаешь, что это что-то вообще невероятное. Вот ни в одной машине не было такого ощущения. Первый раз, когда я сел в нее, я сидел в разных китайцах, которые меня пытались удивить чем-то. Я сидел в разных там каких-то этих. Ну, когда ты садишься, нажимаешь тормоз, нажимаешь старт, и у тебя включается вот этот вот огромный дисплей 1, дисплей 2, дисплей 3, включается огромная навигация, и вся вот эта вот история, она прям, знаете, она сильно-сильно удорожает вообще ваш интерьер. И если сейчас брать вот на моменте сегодняшнего 25 года, что мы имеем, какие мы имеем конкуренты, именно вот этому вот интерьеру, я так и не приведу в пример. Да, может, возможно, там какие-нибудь вы сейчас скажете всякие, ну, Zikr точно нет, да, там, может быть, какие-то китайские бренды, которые сейчас выходят на рынок, у которых там куча просто таких планшетов. Но это не куча планшетов, а это именно такой вот он однородный, большой, классный дисплей. Понятное дело, что он состоит из маленьких частей. Вот один экранчик, вот второй экранчик, вот третий. Но все это смотрится с AMG-шным рулем, который очень мне нравится, который прям я сильно рекомендую, если вы будете брать Мерс такой, прям вот AMG-шный руль, он именно... Он классный. Он стоит на всех машинах, то есть они ничего не делают. На всех AMG и с AMG-пакетами, то есть начиная там от каких-то там ешек, заканчивая кубиками и так далее, стоит такой руль. Но он действительно хороший, и тут к нему придраться вообще нечего. Что мы видим в интерьере этой машины? Тут множество разнообразия каких-то удивительных дизайн интерьера решений. Первое — это отделка. Отделка салона меня очень сильно вопрошает, будем называть это так. Красная линия. Одна, она уходит на двери. Красная строчка. К чему здесь красная строчка, я так и не понял. Возможно, они каким-то образом сочетаются с задними фонарями. Другого сочетания я здесь просто нифига не нашел. Причем это как бы стандартная вообще у них такая опция. Здесь идет бритая кожа, как мне сказали. Это типа даже не алькантара, а это что-то вообще типа как ноутбук какой-то. Вот, потому что мы знаем, что это алькантара, что это не натуральная кожа. Здесь уже такие идет алькантара. Она дальше повторяется все это на потолке, то есть на потолок она уходит. Здесь у нас сеточка, причем она двигается как-то от жестов. Да? Слайд пальцем, но вообще от жестов она тоже двигается. Дальше. Здесь у нас сиденье. И я вам скажу, что это не самая лучшая кожа, которую я трогал когда-то. Она никак не напоминает какого-то супер вообще такой напу. То есть она на ощущение такая жесткая. И я не знаю, почему они такую сделали. Но она прикольная, она супер юзабельная. Мне кажется, она никогда в жизни не убьется. Но она жестковатая, то есть я бы сделал бы ее мягче. Здесь излом с нижнего сиденья, он тоже есть. В BMW, в Audi у них такая вот идет черта, и она приезжает эта подушечка. А тут это все внутри зашито, как в Range Rover'ах. То есть у тебя она внизу есть, она удлиняет просто у тебя или укорачивает твою подколенную поддержку. Дальше. Огромная здесь вот эти вот зоны. И они мне очень тоже нравятся. Здесь подстаканники, здесь зарядка для телефона, причем полноценного, причем одного.
То есть у тебя 2 смартфона не поместится, но это уже как бы такое. Сюда можно вложить второй. Тут огромный такой вот бардачок. Здесь куча вообще какого-то всего, все, что можно, тут есть. Да, сюда он все помещается, причем он также охлаждает. Он все время холодный. Когда я включаю кондиционер, он работает как холодильник. Это прикольно тоже. И вот здесь еще есть большая такая ниша с резиночкой, можно что-то положить. Здесь Type-C, Type-C, внутри Type-C, Type-C, здесь Type-C, Type-C. Огромное количество зарядок, это тоже мне нравится, это прикольно. И я вам скажу, что ночью я обязательно сделаю фрагмент, как эта машина светится ночью, отправлю на монтаж, чтобы вы посмотрели, как она горит ночью. Ночью этот интерьер преображается, он становится супер космическим. Мне очень нравится здесь музыка, она хорошая, классная. Будем дальше продолжать об интерьере. И это важно в машинах любых, но здесь стоит бурмистр стоит классный, он хорошо играет, у него хорошие низкие, у него хорошие средние, высокие, то есть все это сбалансировано, и при этом у вас очень хорошая настройка, вы можете всегда настраивать как угодно. То есть даже если вы поднимаете громкость, вы заходите сразу в настройки, они наконец-то доделали меню, которое вот годами у них было проблемно. Я помню, у меня был Mercedes, и у меня были истории о том, что ну, как-то надо его сделать. Здесь 3D Sound есть, можно Pure, такой чистый звук. 3D Sound, он еще прикольнее. У вас здесь есть эквалайзер, который вы делаете, у вас здесь есть полностью фокус звучания, воспринимаемая громкость и огромное количество меню. Меню в Мерседесе абсолютно другое, не такое, как мы привыкли. Оно гораздо стало лучше, оно гораздо стало удобнее, оно гораздо стало прикольнее. Вот смотрите, например, сейчас салон, допустим, мы выбираем комфортную подсветку. Вот. И здесь комфортная подсветка, вы можете выбрать любую полностью яркость любой детали, потому что у вас 4 разных зоны, и вы эту зону каждую можете выбрать. Вы можете с эффектами всякие подтверждения действий и так далее, так далее. У вас есть сиденье, у вас есть массаж, причем у вас есть поясничная зона. Сейчас тут, смотрите, релакс-массаж, глубокие волны, deep workout, mobilizing message и activating message. И все это делается очень прикольно. Я включаю, и этот массаж, он лучше точно, чем в Зикре. 100% он прикольнее, гораздо больше опциональнее, и мне он очень нравится. В общем, он кайфовый. Дальше мы идем. Здесь огромное количество настроек по машине, и они все очень тоже удобные. У вас есть, если автомобиль, пожалуйста, вы тут разные... Он вам может подсказывать, рассказывать, что угодно делать. Тут всякие комфорты есть, шторка на крыше там, и так далее, открывание, закрывание, когда угодно. Все это, короче, у вас есть просто в огромном количестве, но оно все очень легкое. У меня нет вообще ни одной претензии к работе меню, у меня нет ни одной претензии к работе в целом вообще всей электроники, потому что она здесь на большом уровне, на хорошем уровне, и это как бы наконец-то, как говорится, finally. Вот. И у меня есть некие претензии к работе подвески. Здесь стоит пневмоподвеска. Пневмоподвеска здесь, правда, хороша, но единственное, знаете, какой есть момент? Здесь есть моменты, которые неудобные. Пневмоподвеска здесь не поднимается. Вот в этих машинах она сама, она адаптивная, она пневматическая, она сама выбирает, как ей регулировать, как ей реагировать, она держит машину в поворотах, супер круто. Она ведет себя как спортивная машина. В спорт-режиме вот прям вообще не отличишь от какого-то хорошего Тайкана. Но, да простят меня Тайканы, и я вам скажу, что проблемная зона только в том, что на том же Тайкане вы можете поднять ее наверх, и она поедет наверх, и вы можете проехать какую-то, там, не знаю, ямку. А здесь вы этого не можете сделать, потому что здесь нет такой установки. Это не во всех есть EQS, то есть есть EQS, у которых есть в доступе эта подвеска. В принципе, вы можете ее перепрошить, как мне сказали, ее доставить сюда, но мне этого делать не надо, потому что за все время эксплуатации мне не надо было ее поднимать. Она в целом на хорошем клиренсе, и она проезжает всякие разные вещи, заезжает на бровки, то есть все это хорошо, здорово, оно как бы все вмещается в то, что как бы мне нужно. И еще раз немножко скажу о руле. Опции есть. Здесь у нас чисто, ну, будем называть его автопилот, как называют все. Это ж круто автопилот называть, просто обычный активный гистроник. Вот. Но она действительно хорошо держит дорогу, она держит полосу, она едет за машиной, она тормозит, она разгоняется. То есть она работает практически как автопилот на Тесле, к которому мы так все привыкли. Да, она не будет вам останавливаться там на каком-то светофоре или что-то делать, но это как бы... Хотя, может, и будет, надо проверить.
очень классная функция, которая топ вообще в этой машине. Знаете, какая? Подъезжаешь к светофору, у нее есть камера, которая направлена на светофор. Она смотрит на светофор и сюда вывозит тебе именно вид светофора, когда у тебя будет красный. Тебе не надо вот так вот заглядывать, когда будет красный свет. Мы так все привыкли. Помните? На всех, на любых машинах. Кроме Tesla X, потому что у тебя такой лабаш. Но так вы сидите и такой, так, красный, когда он будет? Здесь она тебе, расслабься. У тебя есть я, а я камерой буду снимать этот светофор, и пока красный ты будешь видеть, потом зеленый ты поехал. Офигенная функция, прям топчик, Mercedes. Я не знаю, как они это сделали, как они до этого додумались, но они прям супер молодцы. Дальше. Давай мы дальше расскажем о пробеге. Итак, пробег. Учитывая то, что у нас сейчас 76% заряда, это у нас получается 2/3. У нас пишет 419 километров. По минимуму 372. Но у меня работает кондей постоянно, у меня работает полностью все, то есть я не экономлю, и я езжу быстро. Она под мой динамический режим подстроилась и написала, что у меня сейчас на остатке 419 километров. Это при том, что у нас 25 условно процентов нету. По нехитрой логике мы можем посчитать, сколько у нас будет тогда итого. Если у нас 76 это 419, то у нас будет 100 это сколько? Это 551 километр. А у них заявлено 652 километра по версии WLTP. Вы скажете, батарея говно? Нет, батарея у меня максимально. Сох проверял, у меня просадки вообще нет. Но здесь есть момент. Если вы включаете кондер, если вы не едете в эко-режиме, потому что у вас здесь есть эко-режим, вот вы можете сразу его поставить, вот эко, вот есть комфорт, вот есть спорт и есть индивидуал. Индивидуал — это вы можете сами корректировать, что хотите, то и ставьте там. Я езжу всегда в комфорте, иногда в спорте. Если вы будете ехать в эконом-режиме, у вас будет, она проезжает где-то 600 км. Но 650 км она не проедет. Ну, наверное, она проедет, если вы будете ехать сильно мало, тянуться, экономить. Возможно, она 650 и проедет, те, которые не заявили. Но WLTP — это самый-самый точный прогноз на рейндж во всех машинах. Потому что китайцы бы при этом, вот что пишут WLTP, китайцы в это время умножают это все на коэффициент 1,3 примерно. То есть они бы сейчас написали, тут пробег можно 800 км ехать. И из-за этого есть такие вот моменты. То есть, да, она проезжает точно 500, железно. Она проезжает 550, да, но она не проедет. Вот 600 тяжело, но 650 я не верю. Вот она, скорее всего, не проедет. 450 плюс, она проезжает где-то в среднем 40-50 километров больше, чем вот это. За счет того, что один электромотор на задней оси, за счет того, что 333 лошадиные силы и все, за счет того, что она не разгоняется, она едет 6,3. Эта машина имеет 524 лошадиные силы, у нее 2 электромотора, она 4,3 до сотни едет, причем 4,1, если замерять, и она едет достаточно динамично, классно, и мне вот так вот хватает этих там 600 километров или даже 550, которые меня сейчас показывают. Итак, 3, 2, 1. О, нормально. 4,3. Я немножечко люблю экспериментировать, и часто у меня были такие случаи, когда, например, один клиент мне говорил еще давно: Дим, хочу купить Cayenne гибридный, но очень боюсь этих гибридов. Пока ты себе не купишь, я не буду покупать. Я покупал гибридный Cayenne, ездил на нем год, продавал, полностью рассказывал все о нем. Достаточно неплохая машина. Вот точно так же у меня была история по поводу этой батареи, по поводу этой машины. Я думаю, ну будь что будет, неинтересно, я все равно найду выход. Не бывает безвыходных ситуаций. И я привез эту машину, она приехала, я еще даже не видел. И я начал сразу гуглить. Ну, естественно, я говорил, что там есть ребята, которые говорят: да все, поставь ее в огороде, будет она у тебя просто там музыку будешь слушать свою, и все. Какая была история? Мы разобрали эту батарею, я ее очень быстро снял. Нашел сразу человека, который меня очень хорошо знает еще с времен, там, не знаю, 18-19 годов. В общем, я ему звоню, он говорит: слушай, у тебя понятно все, как бы тут пробит. Был пробит корпус, и там была красная жидкость. Ну, красная жидкость, понятное дело, это охлаждайка, и она, соответственно, полностью вытекла. Машину нельзя было эксплуатировать, потому что она могла перегреться. И, естественно, скорее всего, там поплыли модули. Ну, они просто вылетели. Я пришел, мы сразу разобрали батарею, поставили это к человеку, к этому, прям
Супер респект, спасибо тебе огромное, Аскольд. Буду часто говорить о тебе, потому что ты реально молодец. Сняли батарею, разобрали 2 модуля, которые вылетели. Я действительно убедился, что там катловская батарея стоит. Катл покупает Мерседес у Катла, причем покупает за какие-то бешеные деньги. Дальше я понимаю, у меня есть варианты. Аргоном делать корпус батареи, потому что корпус был пробит, искать 2 модуля, вставлять и как бы барахолить эту всю историю. Вариант Б – брать батарею, которая здесь есть где-то в Украине, ну, типа бэушную, но хорошую. Но их вообще практически нет. И вариант С – покупать эту батарею на Мерседесе, где мне с радостью заявили, что она стоит 44 тысячи евро. Я не стал барахолить. Я нашел, кстати, аргонщика. Аргонщик приехал, сказал, все, я тебе все заварю. Я начал искать модули. В принципе, с ними тоже была проблема, потому что их не было. Их надо искать на моменте, то есть они поступают, батареи эти какие-то, кто-то их барахолит, и их надо прям сразу быстро покупать. Потом они прям пропадают. Но модули непростые, они не подходят с EQE, они не подходят с других моделей. Они только модули EQS-овские, только катловские до 2024 года включительно. И дальше я что сделал? Я начал искать батарею. Я нахожу батарею от SUV, от кроссовера. И мне говорят, вообще она не подойдет, это вообще другая батарея с другими вообще полностью болтами, креплениями. В общем, ну, типа, ты не получится у тебя. Но мне нравится товарищ Аскольд. Он сказал, бери. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да. Я тебе покажу, в чем дело. Я говорю, окей, хорошо. Я договариваюсь, мы берем эту батарею, покупаем ее недорого. Обошлась мне батарея с машиной, которая практически была там с очень маленьким пробегом за $7,5 тысяч. Я эту везу батарею в Киев, и в итоге он мне показывает, инфраструктура у этих батарей разная, но эта инфраструктура, она наборная, условно говоря, из патрубков. То есть для того, чтобы с SUV переделать батарею на седан, вам надо только разобрать несколько патрубков, просто их отвинтить и выкинуть. И это все обратно становится сюда. Мы это все полностью взяли с нашей батареи, которая у меня была, мы переставили, ничего не паялось, ничего не делалось, батарея не вскрывалась, она как была в заводской упаковочке, так и есть. Мы ее присобачили, и через полдня Аскольд мне пишет, забирай машину. Класс. Я, естественно, потом ему пишу, говорю, слушай, а можно мою бэушную батарею продать? Он говорит, да, сколько за нее хочешь? Я говорю, я не знаю. Есть цена нету, это $50 1 киловатт, неважно, какая у вас батарея. Я говорю, слушай, ну давай по нету, там, условно, там, может, чуть больше продадим. Он мне пишет, твою батарею забирай за 4900, отдаю? Я говорю, да, давай, и даю тебе за это еще и бонус. Спасибо. Он продал батарею. В итоге у меня примерный расклад по батарее получился в районе $3000, там плюс доставка, еще что-то. И, по сути говоря, у меня стала новая батарея, а мы проверили Сохо, ну прям 100%, никаких вопросов с ней нету, она заряжается, она нормально работает, и на сегодняшний день вот у нас здесь катается. Вот таким образом я решил этот вопрос. Что мне здесь таки не нравится? У этих машин есть болячка. Это такая же болячка, как у эсок в 223 кузове. Это задняя ось, которая начинает где-то на 40-50 тысячах километров немножко стучать. И этот стук, он, в принципе, вам не сильно слышен на нормальной дороге, но на каких-то ямках он есть. Он небольшой, но он есть. И когда вы его слышите, вам, естественно, он не нравится. Чтобы он у вас убрался, вам надо заплатить за новую рейку заднюю. Новая задняя рейка приблизительно стоит в районе 100-120 тысяч гривен. Ну, с работой, с заменой. Естественно, это большие деньги, и смысла этого делать нет. Когда на СТО вы спрашиваете, а есть ли смысл менять, они говорят, никакого нет, это никаким образом не сказывается на твою безопасность езды и так далее, просто она будет у тебя иногда подгремливать. Вторая история, которая мне нравится, это я уже говорил, дотяжки. Они должны быть на таких машинах. И, в принципе, дотяжки сюда поставить, барахольные, ну, как бы просто взять китайские дотяжки сюда поставить можно, это будет стоить где-то в круг $1500 с установкой, с всем на свете. Тяжелые карты, ну, я имею в виду по работе, и здесь не так просто их сюда установить. Что еще здесь из каких-то таких прям существенных недостатков? Не поднимается пневма, не опускается сама, то есть она сама поднимается, вручную она не поднимается, она сама живет своей жизнью. Вы закрываете машину, она чуть переопускается, вы включаете, она поднимается, у нее своя жизнь, вы ее никак не регулируете вручную. Нереально. Длинная машина, длинный кузов, кому непривычно, будет сначала парковаться. Хотя, вы видите, я вам показывал, как она паркуется сама, и, в принципе, это все очень хорошо работает. По сути говоря, из таких прям конкретных минусов, прям вот минус, ничего нет. Непривычная задняя ось, когда вы паркуетесь. Если вы берете с полноценным доворотом, не с маленьким, а с большим градусом, то, когда вы паркуетесь, условно у вас кузов, вот стоит машина, вы паркуетесь, и у вас
кузов, он идет как бы вот так вот по диагонали. Вам надо к этому привыкнуть. То есть, когда вы на заднее, когда у вас колесо стабильное стоит и переднее только поворачивается, вы можете прям практически притираться рядом. Здесь нельзя, потому что машина будет уходить в угол этой машины. Вы можете таким образом черкануть себя и другого человека. Здесь надо обходить, выбирать немножко больше радиус. Но когда вы привыкнете, это прям супер. Паркуется она офигенно. И она объезжает все во дворах каких-то, вот, чтобы где-то там вывернуть. У нее просто в этом вообще никаких нету моментов. Она прям молодец. Она очень круто благодаря этой оси поворачивает, выворачивает, ездит. Ну, просто мне не нравится то, что она супер длинная. Вот не знаю почему. Вот как-то она мне вот из-за этого вот как-то вот что-то у нее не так. Сзади, кстати, я хочу вам показать. У нее места больше, естественно, чем в Зикрах, чем в Теслах, чем где угодно. Задняя спинка у меня стоит достаточно далеко, я не сижу рядом с рулем. У меня вот стоят ноги. Минус еще. Вот здесь могли бы сделать сидушку чуть-чуть длиннее. Вот смотрите, она короткая. И когда у человека, ну, при более-менее там каком-то росте уже, ну, вы не совсем чувствуете себя удобно. Здесь есть регуляторы, но это регулятор спинки, это регулятор этой подушки сверху, но здесь нет регулятора, чтобы она отъезжала. И их я тут вообще нигде не нашел. Вот сейчас будет прикольно, если найду его. Но его нет. И вот из этого вроде бы вы как сидите, ну, нормально, комфортно. Здесь у вас такая подушечка, вам не мешает ничего, вы не упираетесь сильно башкой. Но вы, вот именно само сиденье, оно очень узкое, из-за этого, ну, делается какой-то, ну, дискомфорт. Мне не нравится. Вот заднее сиденье отстой. Вот прям говорю как есть, вот это мне не понравилось. Опять же, к этому можно привыкнуть. Отстой из серии — это не то, что отстой. Давайте так, если сравнивать ее с каким-то супер премиумом, вообще с какой-то вообще невероятной тачкой, это отстой. Если сравнивать ее, там, например, там, ну, с средними, в Теслах тоже не сильно глубокое сиденье, но как-то там все равно по-другому. Здесь вот могли бы они еще сделать глубину вот эту больше. Тем более место здесь у тебя, блин, позволяет, у тебя лимузин сзади. Вот, здесь тоже регулировка, все эти ручки. Вот, пожалуйста, вентиляция, подогрев. Это все пакетная опция дополнительная. Нахрена она мне здесь нужна, я не знаю. Но, в общем, она как бы здесь была. Регулировка полностью сидушек, но не выдвигается. Видите, вот эта вот часть, она, к сожалению, неактивная. Да? Неактивная. Вот здесь это все сделано деревом, причем дерево это не очень хорошего качества. Оно вон там уже немножечко, ну, короче, еще в Америке не очень рукастый американец что-то с ним сделал, и там такие есть маленькие сколы, которые мне очень неприятны, и их надо как-то сделать, а как их сделать, я не знаю. Еще какой огромный минус, что S-класса, что EQS, и это я прям сейчас кто-то лайкнет точно, потому что очень много людей сказали да-да-да, когда я об этом говорил. И мы сегодня с Андрюхой, с оператором, это ощутили. Знаете что? Она иногда ловит глюки. И это прям супер небезопасно для вашего сердца. Вот мы сегодня ехали назад, она где-то поймала глюк, что что-то кто-то бежит. Мы просто вот по этой вот парковке ехали. И она резко затормозила. Причем настолько резко, что Андрюха чуть, ну, короче, он там... Я то же самое. Я думал, он говорит, мы въехали куда-то, Дим. Я говорю, да некуда, мы никуда не въехали. Она так затормозила, говорит, да нереально. Это у меня было уже 3 раза. Она так меня высаживала. И я вам скажу, это дикая какая-то история. Я вообще не понимаю, какого они так сделали. И отключить эту функцию можно, но тогда вы отключаете вообще все слежение за безопасностью. Либо так, либо так. И вот когда ты выключаешь, ты думаешь, блин, ну я же заплатил деньги, у меня же должна следить за безопасностью. Но вот когда она так начинает тормозить, это реально очень стрёмно. И в S-классах такая же есть история. У меня мой товарищ продал новый S-класс только из-за этого, потому что она 3 раза его высадила. Он говорит, я чуть не посидел. После этого, говорит, взял и отдал. Это их история по безопасности, новая история Mercedes, которую, я думаю, они в скором времени переделают, потому что иначе люди будут очень много жаловаться на это. Она сильно пугает людей. Она становится как вкопанная, и все. Невзирая на ее большую массу и длину, она очень хорошо набирает скорость. И вот эти вот 4.3, которые заявлены, а 4.1 у нее по факту, это действительно так. И это очень прикольно, это очень удобно, это очень быстро, и вы можете на ней ездить как вальяжно, такой на-на-на-на-на, так и быстренько разгоняться, если вам надо. Машина для водителя, не для пассажира. Я как пассажир бы там не хотел. То есть если вы берете такую машину, по сути говоря, это S-класс, и даже мы, кстати, сравнивали, я видел сравнительные характеристики себестоимости затрат на S-класс, обычный S-класс, там, да, и обычный S-класс. На S223 кузов, самый крутой
нереальный кузов, и EQS. Так вот, себестоимость EQS по затратам выше, потому что здесь используются эти батареи, потому что здесь идут эти электродвижки и куча всего. Батарея. С 24-го, точнее, с 23-го года, здесь, с конца 23-го года, пошла батарея 120 киловатт. За счет чего она не увеличила свою скорость, не отнюдь, она стала чуть тяжелее. Есть вообще индекс тяжести батареи на 1 ватт. Здесь индекс, по-моему, средний. Здесь идет литий-ионная батарея. Она хорошая, она классная, катловская, все хорошо, но они здесь идут 111,8, пишут 108, по 108 рабочие, 111,8 у нее получается вот этот вот еще остаточек есть, который должен быть, то есть это нетто бруто. 120-киловаттные, у них какой прикол, они едут чуть-чуть дольше. Они едут на 40 километров больше. Но я не верю, что 40, потому что разница там 8 киловатт идет, поэтому это маркетинговый ход. Я думаю, что, скорее всего, там будет 30 километров, она будет проезжать больше. Смысл ее брать, да, наверное, потому что все равно это уже какие-то, как-никак, километры, вот, но по тяжести она вроде бы как чуть-чуть выходит больше. Поэтому по разгонным характеристикам, что там она идет 4,3. Если вы хотите брать быструю машину, вам надо брать AMG-шку. AMG-шка у нее уже идет там под 650 коней, и у нее уже разгон идет 3,8. А еще есть Dynamic AMG-шка. Dynamic AMG-шка, она вообще имеет 730 коней, если я не ошибаюсь, там 732, может быть. И у нее уже разгон идет на 3,4 секунды. Тогда уже вы можете как бы прочувствовать кайф. Но при этом, естественно, у нас что? Уменьшается рейндж, то есть на обычных AMG-шках рейндж уже становится там 550, где-то вот так вот. И на динамике еще меньше. Поэтому, в принципе, вы можете выбирать, что вам лучше. Для того, чтобы брать золотую середину, это вот 580. Хороший, классный разгон, можете удивить кого угодно. Она действительно разгоняется так, что тебя вдавливает в кресло, и ты уже там не чувствуешь вот эти вот там 4,3, 3,8, там не так легко. Если ты гоняешься, конечно, светофоры, но эта машина не для того предназначена, чтобы на ней гоняться светофоры. Это все-таки премиум-класс. Ты сидишь, ты себя вальяжно чувствуешь. Есть с чем сравнить. Теслы, Зикры, куча других машин, рейндж-роверы. И, честно говоря, вот именно кайф, который я получаю за рулем этой машины, он не сравним никак, ни с Теслой, ни с Зикром. Здесь ты садишься, и ты кайфуешь от того, как она едет. Она ведет себя просто нереально. Из-за того, что у нее большое расстояние между осями, из-за того, что она вся вальяжная, она на пневмо, она сделана, именно заточена под такой вот прям как яхта, в общем. Я сижу, мне вообще настолько комфортно. Она тихая, она спокойная. Если надо, она сильно динамичная. Она объезжает ямы, она не гремит. У нее все именно плавно, и она как такой корабль плывет. Практически это то же самое, что S-класс 223. И в целом вот она, наверное, так себя и ведет. В общем, подводя итог по поводу этой тачки, я вам скажу так. Если вы хотите премиальность, если вы хотите что-то новое, если вы хотите вау-эффект, особенно ночью, в темное время суток, если вы хотите вальяжно себя чувствовать на дороге и не уставать ни в коем случае, передвигаясь с точки А в точку Б, чувствовать себя в максимальном комфорте, с массажем, с красивой классной музыкой, вам этот Mercedes. Не покупайте, естественно, его... Но сейчас вы знаете, как его можно купить. Они сейчас дешевеют, и, к сожалению, это так. И электротачки, они прям сильно-сильно снижаются, потому что у меня есть товарищ, который купил ее бэушную за 170 тысяч евро, и сейчас она стоит уже меньше 100 тысяч долларов, эта машина. То есть ее можно купить на рынке. Если брать ее из Америки, то на этом вы сэкономите как минимум 10-15 тысяч, везя ее оттуда. Поэтому вот тут вот надо как бы смотреть и соблюдать моменты, где ее искать, но в целом тачка дарит эмоции, она классная, она премиальная, она со всеми наворотами, это Mercedes, и когда вы все-таки действительно едете на ней, это точно не Китай. И это электрокар, который не ассоциируется никак с китайским автопромом, который тоже про электро. Это электрокар, который ассоциируется с классным немецким автопромом, проверенным, со всеми проверенными функциями, со всеми доработанными вообще историями, и она прям дарит тишину, спокойствие, комфорт, скорость, когда хочется, и вот этот кайф, который ты получаешь от вождения. Поэтому плюсую за эту машину, как говорится, и считаю, что она неплоха. А дальше будем видеть, что я возьму на замену ей. Всем пока!